Как? Можно? Да. Говори номер телефона. МТС 08914. А это кто, мать? Нет, жена. Сколько тебе лет? М? Сколько тебе лет? 30. Там есть WhatsApp, Viber? WhatsApp. На Вайбере есть. Ну, WhatsApp. Отправь голосовое сообщение, что сейчас в течение получаса будем звонить. Алло, привет, дорогая. Сейчас через полчаса тебе позвоню. Я твой муж. Что это за прикол? Я Да что ты я твой подрастерялся. Подрастерялся. Хереть, короче. Я твой муж. Что хорошего? Да все печально. Что печально? То, что здесь оказался. Здесь в плену или вообще здесь? Вообще. А что печально? Да. Что уже денег заработать? Нет. Я так зарабатывал. Нормально. Сколько ты зарабатывал? 150. 200 улетало даже. Ты что ты делал? В Якутии работал. На погрузчике. В Ну, Якутии? лесом, короче, занимались. Добрый день. Добрый день. Громче. Добрый день. О, смотри, тут докрутил. Как дела? Да, нормально. До этого говорил плохо. Ну, то, что здесь оказался плохо, а так нормально. Так а зачем ты здесь оказался? Так мобилизовали. Да кому не пойти? Да, там как либо тюрьма, либо... Да и в наглую нас как бы это... В наглую? Ну, как бы... Расскажете. А что, ну, так и что? Тюрьма хуже, чем умереть? Ну, нам как сказали, типа, будете в обороне стоять. Ну, Еще и обманули? ну, а сами сюда, на передок. Ты все равно. Есть возможность пойти в тюрьму, есть возможность... 3 варианта. Отказаться получить административный штраф 3000 рублей ваших деревянных. Пойти и умереть. Тебе повезло, на ты можно. Да, можно. Тебе повезло, ты попал в плен. И 3-й вариант — сесть в тюрьму. Какой самый плохой из этих вариантов? Да, лучше сесть в тюрьму. Нет, самый плохой? Нет, самый нормальный, хороший вариант. Самый хороший вариант — это заплатить штраф 3000 рублей. Не, ну нам до этого не доводили, что А потому что вам не знали. не доводят правду. А почему вы не погуглили, не узнали? Да, как-то все резко все получилось-то. Резко? Да. Расскажете, как оно так резко? Ну как, меня вот, допустим, повестку дали. и Подождите. сразу... Представьтесь, пожалуйста. Я Дутов Павел Николаевич. Еще раз. Я Дутов Павел Николаевич. Дудов или Дутов? Дутов Дутов Павел Николаевич. Николаевич. Дата рождения ваша? 1993, 4 января. 4 января 93. Город рождения? Сретенск. Это какой? Это Сретенск, Читинская область, ну, Забайкальский край, Читинская область, город Сретенск. Ваше звание, должность? Младший сержант. Это звание, а должность? Должность, номер расчета. Номер расчета. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию данной беседы? Да. Почему? А что скрывать тут нечего. Да я же не знаю-то. Может, это у вас прикольная такая речь. Даете, да? Да. Хорошо. Дерзко вас забрали, вы говорите, или как сказать? Как сказать, мне повестку сегодня дали в обед, и вечером уже нас сразу уперли, короче, в часе. Когда это было? Это что, в октябре, числа, наверное, 20-го где-то так. Громче. 20 октября вам в обед дали повестку. И потом? И вечером уже нас увезли сразу. Вам дали несколько часов сходить домой за вещами? Да. Много вас было? 2 автобуса. 2 автобуса, это человек 100. 50, по-моему, человек. Автобусы небольшие были. А, небольшие. Куда вас повезли? В Борзию. Куда? Город Борзия, ну там часть. Что там в части вы делали? Жили просто.
полмесяца жили, типа якобы как подготавливались. Почему якобы? Ну, на самом деле мы подготовку-то и не проходили. Бухали? Ну, кто как, что. Не, ну я знаю просто, что... Потом куда вас? Через 2 недели? Через 2 недели что нас сразу в Ростов, ну, самолетом гражданским. А потом куда-то, я не знаю, какой-то это. Гражданским бортом? Ну, Там обычные люди были или были все военные уже переодетые? вот все, вот мы были мобилизованные. Все мобики? Да. Все мобики. Прошу ногами не это, потому что... Не, вы сидите просто, ну, не ерзать, потому что оно будет потом в микрофонах там. С Ростова куда вас дальше? А в какой-то этот, ну, в лес какой-то завезли. Вот там мы еще жили почти месяц. Восстанавливаем хронологию. В середине октября получили повестку, грубо Да, говоря. в октябре, в середине, ну, ноября мы, увезли нас в Ростов. Угу. Там, короче, погрузили в машину и привезли вот, ну, вот в какой-то лес, короче. Там. Что вы делали в лесу? Жили тоже, чем 2 недели, наверное, если не больше. Прикольно было? Не, Чего? приколов. Мало приколов-то было там. Ну, в лесу свежий воздух. Ну, такого. Холодно? Ну, конечно. Еда была? Да. Достаточно? Ну да, кормили. Кормили. Кем вы до войны работали? На погрузчике. Что это значит? Ну, это трактор-погрузчик, короче, Что? лес грузить. Куда вы грузили лес? На машины. И куда эти машины ехали? Ну, куда это продавали, там, в Укусов, да куда-то. Ну, по Короче, вы вырубывали леса и их увозили? Да, да, да. Сколько вам за это платили? Ну, у меня 150 в месяц вылетало, а то и больше. Это далеко от вашего дома? Да. 4 суток на поезде. Ну, в сам Якутск это километров, наверное, 400, даже больше, 700 так где-то взять. 700 километров ехать 4 суток? Ну, А что так долго? а с пересадками? А самолеты не ходят? Ну, мы там, это не в самом же Якутск, а тоже деревни Якутска. Угу. Много леса вырубывается? Ну да, выпиливаться, да. Дорогой лес там. Дорогой? Угу. На Китай идет? Нет, в Якутск, ну, на Китай у нас вообще ничего не шло. Пушка. Ну, Якутска дальше куда? Да, там даже я вот не знаю. Понял. Срочная служба у вас была? Не было. Вы без срочки? Да. Так а вас же царь говорил, что пойдут только... Нет, я когда в армию призывался, ну, когда 18 лет было, ограниченно годен был, ну, к военной службе. А что у вас не так? По здоровью маленечко. А что со здоровьем? Ну, я даже без понятия. Так вроде здорово, все, ограниченно годен мне поставили. Ну, там как бы свои маленько это, поругались, ну, подрались, вот, когда призывался я. Так из-за того, что подрались вас Ну. по здоровью, типа... Ну, типа, ненормальные. Ненормальный? Ну, типа, так. А что такое ненормальный? Да, Очень интересно. было, не знаю. Психованный? Ну, типа того. Чу там. Ну, там как, тоже дело. А расскажите, это же самое интересное. Да по пьянке все произошло, как обычно же, призывались пьяные. Че призывались пьяные? Ну, Кого побил? да, там между собой подрались, и вот нас, короче, в психушке даже лежал, ну, ПНТ. Рассказывай. Ну, на это. Рассказывай, в психушке лежал. Это вы так напились, что белка была? Нет, не напились, просто А чё в меня психушку на был? обследование, короче, отправили. И сколько в психушке лежал? 2 недели. Таблетки ел? Нет вообще. Ну, это, смотрели они по поведению, по-моему. И какое у тебя поведение? Мне врач сказал, ты вообще, говорит, кого здесь делаешь? Я говорю, ну, отправили меня с призывного. Так как-то. Прикольно. Ну, а тут что, когда мобилизация произошла? Так царь ваш говорил о том, что воевать пойдут только те, кто служил срочную службу. Ну, вот так как-то получилось, и все. И это. А вы говорили, что вы не служили? Они знали об этом, что у меня группа В стоит. Группа В, это категория Ну, годности. категория, да.
И что они сказали? Ничего не сказали. Комиссию прошел. Была комиссия? Ну, Что на комиссии? Какие врачи были? ну там в части. В части? Ну, да какие врачи были? Психолог и шапочку проходили. Шапочку? Ну. Что такое шапочка? Ну, знаю, это кто. На голову клеится. Не понял, расскажите, что такое на голову клеится? Я такого еще не Как слышал. она, елки-палки, называется? Ну, вот на психику проходит вот эту, короче, шапочку. Ее проходишь, и, ну, как бы у меня нормально все показало. Тесты прошел психиатра. А по здоровью руки, ноги? Все нормально, здорово. Еще раз, клеится шапочка? Ну, она как это, такие на присосках, короче. Проходишь ее. Это все проходили или вы только? Не знаю, но я проходил. Так как-то. На полигоне были? Ну, в части вот это. В части, да, 3 раза. Сколько раз стреляли? Ну, вот 3 раза и стреляли. По магазину? Да. А по магазину мы с автоматов стреляли, что? Да даже по 3 рожка мы так расстреляли. Это как ночные стрельбы были у нас, просто воздух. Просто в воздух постреляли? Ну, В чем смысл просто стрельбы в воздух? ну вот так как-то было, я не знаю. Вам сказали пострелять в воздух? Да, патроны расстреляли, тем быстрее, тем лучше, и обратно в часть. Это вы когда были в части, как только после военкомата? Да. Ночью вас привезли куда-то? Но ночью привезли нас, чем мы? Вот в части пожили и начали якобы как учения проходить. И одно из учений было ночью. Ну, вот так вот, да. Приехали, вам сказали, стреляйте. Угу. И все, ну и как бы вот так. И все в воздух постреляли? Но по очереди, да. Ночные вот у нас такие стрельбы были. Ни по прицелам, никуда, просто тупо в воздух. Смысл этих вещей? Без понятия. Вот так все было у нас. Это прикольно. Хорошо вас готовили. Я, наверное, понимаю, что вы должны были отстреливать наших каких-то там биоптиц. Нам вообще ничего не доводили. Нам как сказали, что якобы это. Вас сейчас привезут, вы будете, ну, на второй линии, короче, ну, какой-то там обороне стоять. Все. Понятно. Ноябрь вы просидели в этом первом лесу. Да. Потом что? Потом что нам сказали, типа, якобы, собирайтесь. Мы собрались, поехали. Куда? Ночью. Вот сюда, в лесопосадку, где, ну, взяли в плен. Это уже декабрь, грубо Да, говоря. да. В январе нас. Вас в плен взяли когда? 12 Февраля. Угу. 12 февраля взяли в плен. На новые позиции вы переехали в январе. Да. А это были где позиции? А вот в этом лагере в каком-то были. Ну я же не знаю, в каком-то. Но я тоже не знаю, там, ну, палатки стояли солдатские. Мы вот Вас... там... Нет, мы просто там жили. Ничего даже не делали, ни учения, ничего не проходили. Угу. Вы какая бригада, какое подразделение? 36-я мотострелковая. 36-я мотострелковая бригада. Это какое направление? Угледар? Нам даже, вот, нас, короче, сразу привезли вот в сторону Никольска. Угу. Как вас взяли в плен? Последний ваш день расскажите вот максимально подробно. Ну, нас привезли. Это вас сколько человек взяли в плен? Меня одного взяли. Одного. Расскажите ваш последний день. Последний день нас В привезли. составе оккупационных войск. Ночью. Ну, вечером по темну привезли. Угу. Высадили, сказали, ну, вот в лесопосадку идти. Вот я пошел и пришел к вашему. Еще раз. Ну, какую-то... Вас привезли с лагеря Да. куда-то там в поле. Угу. Или нет? Нет, нас в Никольск привезли. В Никольск Да. привезли. Да, что вам там говорят? Нам сказали, идите, типа, вот. 3 мы пошли. Вас 3 человека было. Да. Идите. Первая тройка ушла, вот мы вторая тройка. И вам сказали, идите для чего там? Позиции ну, идите, занять? типа, это, ну, там, смените пацанов. Они как, типа, ну, там, стоят в обороне. Угу. Ну, вот я пошел, нам, ну, сказали, что встретят тебя свои. Угу. И все, я как бы дошел до... Ты говоришь, вас 3, но ты говоришь в одном... Но я первый пошел, и сзади еще 2, ну, за мной пошли.
Долго ты прошел от места высадки? Да, километр 3, наверное, прошел. И идешь Я ты. через поле прошел, но мне объяснили, как лесополка, это видно. Это ночь? Ну, темно уже было, да. А как ты шел ночью? А там дорога, по дороге. А если растяжка, мина? Но там уже как первая тройка прошла, ну вот как уже кто был там. Мгм. Они первые ушли, вот мы сзади пошли. И вот должны встретить. Я как бы первый пошел. Двое отстали от меня. Намного отстали? Ну, метров на 50. Ну, идешь ты, идешь, и дальше что? Но нас еще что, минометка обстреляла. Это уже, когда я в лесополку зашел, ну, в лесопосадку зашел. Мгм. И дальше пошел по лесопосадке. И шел, и дошел, короче, до бунгало, ну, до окопа. Бунгало? Ну, как оно называется? Шалаш. Ну, до шалаша. И И что там там? ваши были уже. Что там наши делали? Сидели? Сидели, ну, Тебя ждали? да. Что Всё говорят? как, ничего сразу, связали, паковали. Не, так ты, ну, расскажи, как это происходит. Сидят наши, они сидят с позициями, тебя Да, я высматривают? как бы зашел, я даже их и не видел. Мгм. Уже потом, ну, уже почувствовал, что хопа, связали меня. Ну, уже уронили. А, так они к тебе еще и подошли? Да, я как бы, ну, как подошел к этому, ну, к шалашу-то. Мгм. Думал, как бы наши же там. Автомат-то все, ну, разгрузку, ну, как бы все оставил, зашел уже, ну, уже там это, ваши. Я-то думал, наши там сидят. Короче, я сейчас попробую пересказать. Ты идешь, какой-то шалаш, бунгало, непонятно что. Ты туда заходишь, снимаешь автомат, снимаешь разгрузку. Ты людей еще не видишь. Почему? Ну, я слышал разговаривать, но думал, наши даже. Они на русском разговаривают. Да. Даже... Ты заходишь, говоришь типа там что-то, привет или нет? или- Не, я как бы вот так, ну, лег возле этого, возле шалаша-то. Ты? Да. Так Я- ты пришел и сразу лег? Не, почему я лег, короче, думал, что наши же там. Я говорю, что, мужики, дайте воды попить. Они, ну иди, заходи. Ну, я зашел, а там уже с автоматами у меня. Вот так, короче, все произошло. Прикольно. Ну, Понравилось? мне сказали, что там наши. Ну, Вторые пришли? вторых нет, так и не пришли. Блин, хреново. Ответила жена, привет, хорошо, жду. Это жена или как это? Это муж твой. Это муж твой. Вот так как-то все и было. Телевизор смотрел? Да. Там, у себя, дома. Мгм. Ну, мне некогда, я же с вахты только приехал, все полмесяца, наверное, с вахты. Тут пока дома. Ну так смотрел периодически новости. И шел по новостям. Вот ничего, все печально, Не. хорошего мало. По новостям, по вашим. Все хорошо, все идет по плану. Как обычно. Все так и говорят. А оказалось не по плану? Ну да. А что не по плану? Так а что пацанов ложат? Пацаны гибнут, только за что гибнут, понять не могу. А расскажите, давайте попробуем придумать, за что гибнут пацаны-то ваши-то. Да, я даже слов нету никаких, честным словом-то сказать. Даже и в голову ничего не лезет. Посмотрел своими этими глазами все. Что увидел? За твое время были 200-е, 300-е? Да, будем. Это когда ты уже на второй базе был? Ну вот, да. Много? Да. Ну, много. Число это какое? 200-х сколько ты видел своими глазами? Да, человек, наверное, 50 видно. Ого! 50 человек это полроты. А 300-х тогда? Ну и 300-х видел. Сразу у Квацаря. Короче, я так понимаю, каждый день у вас. Ты каждый день типа видел Ну, не каждый день, а вот в один день. в один день 50 человек? Ну, это уже были до меня. Что командиры ваши? Командиры тоже у нас в чем. А как ты стал младшим сержантом, если ты не служил? А мне в части уже, ну, когда военник забрали, потом уже отдали военника, смотрю, уже младший сержант. Ни хрена себе. Это на 10-й день твоей службы? Или на Да, какой? можно сказать и так. Командир отделения? Нет. А кто? Да, так и был это.
номер расчета. Нет, так а за что тебе дали младшего сержанта? Без понятия, даже сам не знаю. Офицер тоже мобнутый был? Не понял. Офицер мобик был? Я даже, вот, честным словом, не знаю. Ну кто у тебя командир был? Офицер, командир взвода. Он тоже старший сержант был. А, нет, это, по-моему. Да, старший сержант. Командир взвода был старший сержант? А, командир взвода, я даже вот не знаю, он не русский был. Не русский? А кто? По национальности я даже не понял, кто он. Я его видел-то так. У нас тоже как вот уродный был у нас. И то сейчас 300-го. Все менялись вот так. Нас то туда, то вот так. Ну, всяко кидали, короче. Кого куда. Ну и за что погибли эти 50 человек? Ни за что. Ну как ни за что? За что-то же они погибли. Давай мы не разойдемся сегодня, пока не ответим на этот вопрос. За чужую землю, так, наверное, как больше. Ну вот за нашу землю. Вам земли мало? В достатке своей. Сколько населения вашей страны? 140 с чем-то миллионов. А сколько населения нашей? О, даже не знаю, честным словом. Как вы, вот, взрослый человек, вы идете, точнее не так, вас отправили как мясо в чужую страну, и вы даже не открыли карту посмотреть страну, Википедию не почитали. Ну как? Нет, не довелось этого. Ну, чтобы понимать, сколько надо там... Когда вам говорили, война закончится? Даже вообще ничего не говорили. Ну как? Ну, все должны знать, ну, то есть цель. Ваш царь говорил денацификация и демилитаризация. Можете рассказать, что значат эти термины? Я честным словом-то, я сейчас вам скажу, нас в натуре как стадо баранов загнали. Вот так вот. Загрузили как стадо баранов. И привезли. Ну и что, ну, мысли этого всего. Ну, то есть все равно стадо баранов, понятно. Вы между собой что-то разговаривали, солдаты? Ну да, разговаривали. И что вы между собой? Что нам земли это вообще не нужно. И война это тоже не нужно. А уже обратно не уедешь же никак. Отказники у вас были? Да, много отказников. Кто отказывался идти на позиции? Угу. Что с ними было? Ничего, в яму садили. Какую яму? Ну как в яму, в подвал. И что с ними дальше было? Ничего, сидели, потом обратно. И они соглашались потом? Не, большую часть не соглашались. Большую часть там, кто на вторую линию, кто как, где. А вы что, не отказались? Отказывались. Нас вообще, я говорю, нам сказали, типа, вы приедете, будете стоять просто, нигде не участвовать. А получилось как. Вот. Вы отказались. Вам сказали, что вы воевать не будете, едьте. Да. И вы поверили. Да. А на самом деле все по-другому. На самый передок нас привезли. Мы даже не думали, что так будет. Мы также и думали, что будем так же, как в лагере, вот были, просто будем жить и все. А получилось вообще вот как все. Наоборот. Почему вас всегда всех обманывают? Вы не первый. Без понятия, даже сам без понятия, почему так к нам отнеслись. Можно так победить? Нет, конечно. Почему? Да и слов нету у меня вообще не. Не, ну как? Ну, смотри, у тебя должны быть какие-то мысли. Ну, мысли же должны быть. Да. Из того, что происходит. Ты уже месяц в плену, по-моему, да? Да, месяц. Плюс-минус. Какие-то же у тебя мысли должны возникать? Да, у меня есть мысли. Поделишься? Поделюсь. Дай бог до дому, если с плена обменяют, домой попаду. Ну, это вот твое желание, хотение, скажем так. Да. Ну, и тебя опять отправят. Опять тебе скажут, будешь в тылу где-то сидеть. Да нет, меня уже, наверное, не отправят. Почему ты так У думаешь? меня уже брат тут погиб.
Когда? 31 января. Сколько вас в семье? Ну, у меня в семье настрой 2 сестры. Я самый младший брат и двоюродный брат еще. Трое, 2 сестры родных, Мгм. и ты, а брат какой, двоюродный? погиб? Двоюродный, да. Ты узнал, будучи на войне, что он погиб? Да. Вот это я узнал даже за неделю, наверное. До плена, да? Да. Кто тебе сказал, что он погиб? Друзья. Ощущения твои. Печально все. Слезы аж на глазах были. За что твой брат погиб? Ни за что он не погиб. Кого он тут защищает? Кого ты здесь защищаешь? Или нападаешь на кого? Кто давал тебе это право это делать? Права никто не давал нам как. Преступный приказ кто тебе разрешал выполнять? Это преступный приказ. Вы уничтожаете людей, уничтожаете города, убиваете людей. Только потому, что ваш царь захотел что-то себе в старости доказать и рассказать. 150 тысяч уже таких, как ты, убито. Это правдивое число или это фейк? Правдивая. Почему ты так думаешь? Ваши говорят, что за все время войны только 6 тысяч солдат погибло. Ваших. Ваш генштаб, сводка, говорит о том, что 6 тысяч погибших всего. Не, ну, не знаю. Я даже сам по себе сужу. Да, вот у нас 36-я бригада была. 300 человек, да. Грубо сказать. Ну, С этого, короче, 25% только осталось. Вот за вот эти месяца. за год или за последние месяца? Вот за эти месяца. Как мы сюда А вас 36-ю бригаду возобновили, да? Пополнили новыми силами, такими как вы. Да, да. И опять ее перемолотили все. Ну, получается так. Ну, ответ следующий. Врет ваше министерство. Никаких не 6 тысяч, потому что если было бы 6 тысяч, то у вас было бы еще много других людей. Не надо делать было мобилизацию. Согласен? Да. Просто за первых полгода наши вооруженные силы переработали всех ваших контрактников. 100 тысяч. 50 тысяч это уже мобики. А ты же знаешь, что 300-х всегда больше, чем 200-х. Да. Вот если 100 тысяч до того, как тебя мобнули, уработали, плюс еще коэффициент 3, 300 тысяч 300-х, до 100 тысяч 200-х, вот 400 тысяч. Поэтому надо было набрать еще 300 тысяч таких, как ты, не воевавших, стрелявших только вверх. Ну, да, так и есть. На самом деле. Что наши военные тебе говорили? Что под Богом я типа хожу, блин, повезло тебе, говорит, шибко. Ну, побили же, наверное. Нет, не трогали. Что хочет ваш царь? Да, я даже сам не знаю, что он хочет. Это их же политика. Мы такого Вы мясо. мяса. Показать тебе размеры нашей страны? Эту аватарку видит твоя жена. Вот это вот вы. Мгм. Вот это синенькие мы. Синенький кусочек. Почему такая здоровая херня не может одолеть? Без понятия даже, честным словом. Прикольная картинка. Не думал, что все так? Мгм. Вот ваша херня. Вот мы. И вы ни хрена не можете сделать уже год. И каждый день урабатывают наши военные по 1000 таких, как ты. Я знаю об этом.
Какие еще мысли, кроме как вернуться? Что, реально за месяц не было никаких мыслей? Сидишь и сидишь? Ну почему мысли гоняю? Ну, Обратно на работу, что? Работать буду. если будет опять отправлять, что будешь делать? Сразу А? не отправят меня больше. Почему ты так уверен? Ну, как мне сказали, что якобы мобилизованных не отправляют, да и у кого вот даже брат погибает, их домой отправляют. У нас Отправляют. даже были случаи такие при мне, что отправили. Отправляет. С 4 детьми отправляет. Можно отправлять с 4 детьми? На войну-то имеете? Да. Не, у нас вот даже при мне было, что вот у кого дети ну, многодетные, обратно домой отправили при мне. Вы сидите в камере с человеком, у которого 4 ребенка. Но Да. это я не знал. Вот прикольно, да? Ну, я же не знал, но это он сам сказал, что... Добрый день. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Ваш муж находится в украинском плену. Вы это знаете? Знаю. Если вы хотите с ним поговорить, мне нужно ваше согласие на запись и публикацию беседы. Хорошо. Разговаривайте. Вы не говорите, где вы находитесь. Ну, Все остальное можете Привет, говорить. дорогая. Привет. Че, как дела? Ничего, хорошо. У нас хорошо. У меня тоже, Не спрашивай. тоже нормально все. Относятся хорошо. Все нормально. Слава Богу. Угу. Мама, что, как там? Мама в Сретенске. Мгм. На 40 дней приехала. Сегодня в Сереге 40 дней. 40 дней сегодня? Я думал, вчера было. Нет, у него уже 31-го. Мгм. Понятненько все. Ничего, может, обмен будет, жду обмена. Может, обменяют. Доня, что, как? Привет там передавай. Так а ничего, тут уже какие. Мгм. Привет там А передавай. тебе можно с мамой привет передать? От мамы. Можно пусть она скажет, что дает согласие на запись. Если она дает, ну, согласие на запись. Мама, даешь согласие? Да. Дает. Ну, привет. Привет, сын. Привет, ну. Ну как у тебя дела? Нормально, все хорошо. Ну дай бог, М. все хорошо. Не переживай, это относятся хорошо, нормально все. Кормят хорошо, Ну, нормально. я вижу, что ничего, нормальный ты. Мгм. Как, Ну, у нас тоже все хорошо. как говорят, что там издеваются, я как бы ничего, никто не издеваться, все, ну, нормально. Вранье все. Не, ну мы тоже слушаем, видим, что нормально. Ну ладно, все, не плачьте. Мы так Все люди, мы же понимаем, что все люди, и мы, и все люди. Все нормально. Только зачем, только зачем это все? Это не мы, это спецоперация, это не мы в этом виноваты, а власти наши. Ну все, пока. Ну ладненько, все. Можно вопрос задать вам? Вопросы? Можно маме вопрос задать? Мама. Плачет. Да. Вы тут говорите, что... Здравствуйте. Здравствуйте, меня Дмитрий звать. Вы тут говорите, что все люди, все нормально. Да не люди вы. Вы не люди. Потому что вы пришли в другую страну убивать, грабить, насиловать, мародерить. Потому что ваш царь прислал вашего сына убивать сюда. Уже брат его похоронен. Давайте не обижать слово «люди». Вы рабы, которых отправляют как мясо. Возразите мне, я тогда извинюсь.
Что ваш сын Так делал? это вот мобилизация. Так это вот мобилизация. Режим резкого вручения. Кто разрешил вашему сыну идти убивать нас? Никто не разрешал. Люди, которые делают что-то по неволе, как называются? Рабы называются. Вот он говорит правильно, рабы называются. Какую нахрен родину он здесь защищает? Он оккупант, как фашист, во Вторую мировую войну вторгся и бегал тут с автоматом. Я же правильно говорю? Сколько вы видели 200-х, 300-х? Мне рассказывали вы только. 50 человек. За что эти люди погибли на территории Украины? Ни за что. Ни за чего. Так давайте не будем использовать слово «люди». Все люди. Да, и наши военные сейчас тратят и ресурсы, и медикаменты на то, чтобы этих нелюдей лечить, кормить. Вместо того, чтобы восстанавливать разрушенные вами города. Люди. Скажите мне что-нибудь, если я не прав. Ну, нечего сказать. Почему вам нечего сказать? Право как бы. Зачем вы отпустили вы сына, а вы мужа сюда? У вас есть дети? Есть. Сколько? Один. Один. Вот если бы он, ему повезло. Его даже когда он в плен попал, не побили. Ну это он так говорит. Я верю, не верю, мне все равно. А? Сказали, под Богом ходишь. Под Богом, сказали, ходишь. Если бы его убили, что бы вы ребенку объясняли? За что погиб папа? Так не по своей воле пошел. Нет, так вы ж, что бы вы говорили? Он погиб, потому что не по своей воле пошел? Херня это все. Мама, скажите, за что бы погиб ваш сын? Что? Скажите, за что бы погиб ваш сын? За чужую землю. Ну, а я что скажу? Мне сказать нечего. Голова не тем забита. Голова вообще, да, не тем забита. А чем у вас голова забита? Ваш сын в плену, чем она у вас еще может быть забита? Вы ходили хоть куда-то говорили, чтобы его меняли? Так мы вот Так сейчас мы о нем и думаем. Нам больше не о чем думать, только о нем и думаем. Так от того, что вы думаете, ничего не изменится. От того, что вы думаете о нем, ничего не изменится. Ответьте, пожалуйста, вот вас два человека, взрослых, за что бы погиб ваш сын и за что бы погиб ваш муж, отец вашего ребенка? Вот мне реально интересно, очень сильно. ни за что. Ваша версия? Знаете, у меня нету на этот даже вопрос-ответа никакого. Почему? Как это у вас нету ответа на этот? Давайте я упрощу, не будем фантазировать с ним. Нет, знаете, я в этом темный человек у всех. Хорошо, давайте. Я с глубинки. Я с глубинки. У нас ни связи, ничего там нету, я в этом вообще ничего Телевизор, не... 2 канала. каждый. Давайте не будем фантазировать, а давайте возьмем живой пример. А зачем без фантазии? Нет, Сейчас. смотрите, давайте без фантазии, он живой. 40 дней сегодня по кому? Как звать этого освободителя? Сергей. Сергей. Наши защитники убили вашего Сергея, наши пацаны красавчики. За что Сергей погиб? За что вы сегодня будете рюмку тянуть? Мы ее не тянем. Не тянете, хорошо. За что Серега сложил свою буйную голову? Хрен знает где. Можно я отвечу? Ответьте. За чужую землю, за что он больше? На чужую землю. Есть, может, вопросы ко мне какие-то? А вы не подскажете, когда обмен будет? Я не военный, я не занимаюсь обменами. Военные занимаются обменами. Это вы должны спрашивать не у меня,
у своих дебилов, в прямом смысле слова, дураков, командиров, которые, посмотрите это интервью, оно будет в интернете, его посмотрит, я думаю, 1 миллион человек минимум. Услышите ответ про командиров, там, про всякое такое. Пока вы будете сидеть на кухне, он будет сидеть в плену. Найдите время и займитесь возвращением своего сына. Извините, мужа. Ну ладно, дорогая, чё? До свидания, военкомат там, по-моему, идти. Чтоб это... В военкомат, в часть, в прокуратуру, везде надо прокуратуру, идти. Везде. Пока вы будете сидеть, он будет сидеть здесь. Здесь, ваше слово. Освободитель русского языка. Все, до свидания. Все. Хорошо, поняли. Все, пока. До свидания. Пока. Они же бедные растерялись. Почему это не растерялись? Ну, Что значит бедные? А наши не бедные люди? бедные все. Когда до вас, извините за выражение, дураков дойдет что-нибудь уже в этой жизни? 600 нахрен человек не могут ответить на вопрос, что вы тут делаете. Мы поговорили с Вовой. У нас на канале лежит 600 уже интервью. Это пленных только. Серега, за что твой реально? За чужую землю? Неправильный ответ. Вы пришли сюда защищать русский язык и искать каких-то нацистов. Тебя в плен взяли кто? В плен попал ты. К кому? К вам? К нам, украинцам, понятно. Имеется в виду к обычным вооруженным силам? К защитникам вашим? Это спасибо, это хорошо, что вы... Ну, как? Имеется в виду, что это обычные сбройные силы Украины, и все. То есть никакой не спецназ, просто обычные военные. Они говорили, кто они там по профессии? Такие же мобилизованные? Такие же. Ну, Да так оно и было, такие же. Говорит, мы такие же, как и вы. Только мы защищаем свою землю, а вы пришли на нашу землю. это они говорили. Да. Что-то в этой концепции неправильно? Да, нет, все верно. Есть ко мне, может, вопросы какие-то? Нет. Нет. По традиции у нас военнопленные обращаются к своему народу, к землякам, если хочет. Не понял еще. По традиции военнопленный у нас, если хочет, обращается, если не хочет, не обращается. Ну, например, там что-нибудь желает, там, идти, не идти, теплую одежду брать, не брать, крем для загара, там. Да, не буду ничего. Не будете обращаться, да? Ну, не будет. Ну, такая у нас беседа получилась. Спасибо за беседу. Они, походу, не знали, что ты в плену. Они, наверное, думали без вести пропавшие. Да, вы все без вести пропавшие. Если хочешь курить, кури последнюю сигарету. Ну, в смысле, последнюю. Мы из глубинки. Не, ну, у меня мамка из глубинки, а с деревни. Вот приехала на 40 дней к брату. У нас даже там связи мобильной нет. Охренеть. Газ хоть есть? Откуда он там? Ну же газом на всю страну, на весь мир торгует. А как говорится, русские последних без соли доедают. О, смотрел этот ролик? Ну, так оно и на самом деле так есть. Как есть? Что, реально жрать нечего? Ну, жрать-то есть, но это поговорка такая. Ну, потому что он даже алмазы добывает, золото добывает. Это в Якутии, да? Да. Куда это все идет? Неизвестно, куда идет. Известно. Как это неизвестно? Туда, в Москву. А у нас дороги. У вас даже вот война идет, у вас дороги делают, ну, дороги хорошие. А у нас даже дорог нет. Я вот в Якутии, когда работал, там должны А где ты наши дороги видел? А где ты наши дороги? Не, ну у вас хорошие дороги, вот когда. Когда везли? Вот в Якутии с начальником как бы нормально. Им там мост через Лену, короче, должны были построить. Не построили? Нет, ну у них вот, короче, алмазом никто занимался, золотом.
как бы, ну, там, копили деньги. И вот эти, короче, ну, что они накопили, это вот не начальник говорю. Эти, короче, все забрали и вот на вот мост сделали у вас тут, где он через через море или через... Чтобы я правильно понял. Ваши там собирали деньги на мост через Лебу. Ну вот копили они, как вот это все отлаживали. Копили, а потом все равно, короче. из Москвы сказали, вам мост не положено, будем делать Крымский мост. Да. Вот так. И забрали все бабки? Ну, получается так. Там якуты-то вообще, ну, возмущались здорово. И что? Возмущались и ничего. Потому что рабы. Потому что вы кнут только знаете. Да все равно будет перестройка, наверное. А? Да будет, наверное, как. Уйдет он, Путин, вот, наверное. Путин уйдет по-любому. Наши военные и спецслужбы занимаются этим вопросом, я думаю, 100%. Кто победит? Справедливость. Прикольно. Она разве участвует в войне? Как правильно это сказать? Как есть, так и скажи. Ну скажи матом, скажи простым русским языком, если ты не знаешь какие-то сложные там слова. Кто победит в этой войне? Ну, ты же понимаешь, что это не СВО, это война. Да. Ты сам Это не, даже никакая не спецоперация. Ну, ваша спецобосрация должна была закончиться за неделю. Да. Затянулась она что-то. Камера пишет, нет. Честным словом, наверное, вы и победите. А? Вы и победите. А что ты спросил, пишет камера Да, или нет? потому что потом будет в России. Там, Что тебе будет? Да, это, кто они будут качать березу. Эти кто? Качать березу? Я такого еще не слышал. Что это значит? Да, тут будут потом эти ФСБшники. Прикольно вы живете. Вы даже сказать боитесь. Да а что там сейчас приедешь, что думаешь, лучше будет? Я не знаю. Никто из пленных, кто уехал, 2 человека только связались. 2 человека. Из там, 6 сотен, с которыми мы поговорили, 7 сотен. Потому что вы рабы, которых загнали. Голову поднял в тюрьму. Голову поднял, получил дубинкой. Ну и что, якуты повозмущались. Бабки забрали. И что дальше? Дальше работает. Дальше батрачат. Ну, Батраки. это- То, что мы победим, это даже не обсуждается. Это вопрос только, знаешь в чем? Где мы захотим парад делать? Где наши военные захотят пройти? По Красной площади или там по Питеру? Даже слов нет, честным словом. Вообще я посмотрел на это все. Не успел я в Якутию выкочевать, хотел с женой в Якутию уже выкочевать. Особо в Так а что, тебя в Якутии бы не нашли? А? Оттуда. Нет, наверное, не нашли. Как это не нашли? Что там нету ФСБ военкоматов? Там, кстати, с Якутии мало народу забирает. Почему? Не знаю, вот. Якуты вообще против категорически этой войны. Вот они как бы даже за вас. Якуты. Прикольно, этого никто не рассказал. А что они говорят? Что они говорят? Ну что так и говорят, что фашисты. Что вы фашисты? Ну, и этого Путина вся, которая там грязью поливает. Так а что они не отделятся? Ну, я вот даже сам не знаю. Ты понимаешь, что Рашка развалится? Она не выгребет эту историю. Да, понимаю. Понимаешь, да? А этот, видишь, хочет в историю попасть, Путин. Он и так уже в истории кровавый идиот. Ну да. Он и так уже.